Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам показать, как можно установить Nginx с Brotli и Quick. То есть это HTTP 3. Дело в том, что я попытался это сделать на новом сервере для определенного там проекта. Но у меня ушло 1,5 суток где-то вот так на то, чтобы взять и просто поставить Nginx, Brotli и Quick. В общем, я сейчас вот арендовал там самый простенький VPS, чтобы все было по чесноку, в реальности, да, как будто вот вы только что взяли свежий сервер, сервер, VPS, неважно, в принципе, и вот хотите развернуть на нем свой какой-то проект. В чем преимущества, недостатки? Значит, смотрите, Brotli — это почти то же самое, что Xzip, только вроде бы как он намного лучше сжимает пакеты, пакеты. В общем, я думаю, вы знаете, что такое Xzip. Xzip — это, такой сжиматель пакетов, но Brotli — это еще лучше него, потому что он сильнее сжимает их, это более свежая такая технология, или как это назвать, не знаю точно. Вот, и поэтому кое-где я там услышал у Вадима Макеева, спасибо ему большое, да. Вот, и захотелось попробовать вообще, как это пощупать. Значит, если, допустим, браузер или софт или железо не поддерживает этого Brotli, то, я думаю, там происходит откат просто без сжатия, будут пакеты приходить. Но это для Quick это нормально, потому что вроде как для Quick вообще сжатие не нужно. Потому что он работает так. Первый запрос идет по TCP, то есть, допустим, он получил весь HTML, затем этот HTML он распарсил, и затем уже идет подключение дальнейшее к серверу через UDP-порт. Вот в этом есть огромное преимущество, потому что, как вы знаете, на хендж, на рукопожатие тратится довольно-таки много времени, и чтобы устранить вот эти вот все временные промежуточки, ребята из Гугла придумали Quick. То есть, если вы, допустим, заходили на ютубчик, в инструменты разработчика, вкладке Network, там можно посмотреть протокол. То есть, выбирайте там в настройках протокол, я, покажу это все. И там довольно-таки много есть чего по H3. Это также касается там, наверное, самого Гугла, то есть Google.com там или что там. И некоторых других сервисов, там Google Phone, например, они тоже сейчас работают по H3, то есть HTTP 3. В общем, это дает, в свою очередь, огромный прирост по загрузке сайта, а также взаимодействию с ним. То есть сначала вы получаете по TCP первый, страницу саму, а потом уже все остальные файлы стилей, шрифты, видосики, картиночки, все это подтягивается, и JS, естественно, подтягивается по UDP. Соответственно, не тратится время на рукопожатие, не тратится время на установку новых и новых соединений с сервером, то есть это безопасных TLS-овских соединений. Вот, и, это, наверное, и есть рукопожатие, как я понимаю. Вот, и, соответственно, у вас остальные файлы, которые идут на вашей страничке, они подгружаются значительно быстрее. В общем, приступим к кодингу, или как это назвать, я не знаю, но это реально, это просто жесть. Вот чтобы просто у тебя заработал H3 и Brotli, я потратил 1,5 суток. 1,5 суток тестов, вот этих всех там гугления. Это просто, конечно... глаз дергался, там я вспоминал, какие, я не знаю, еще матюки. Вот, но тем не менее у меня это получилось, и я готов с вами поделиться этой информацией. Не переключайтесь. Друзья мои, логика действий такая. Скачиваем и устанавливаем OpenSSL плюс Quick текущей версии, скачиваем модуль Nginx плюс Brotli, скачиваем исходники Nginx с флагом -b Quick, скачиваем Boring SSL,
Это как бы для Quick необходимая штука. Устанавливаем все необходимые зависимости для установки Boring SSL, Nginx OpenSSL. Устанавливаем сначала Boring SSL, затем устанавливаем Nginx с конфигурацией, как у меня, с указанием путей к исходникам OpenSSL и модулю Nginx Broadly. Устанавливаем CertBot для того, чтобы сгенерировать бесплатные SSL TLS сертификаты. Настраиваем конфигурацию сервера, тестируем ее, запускаем сервер, проверяем работоспособность HTTP 2, HTTP 3 и Broadly. Можно также поставить SSH Guard для улучшения безопасности сервера. Итак, друзья, ну что же, приступим к коду, вернее к девопсу, к девопсингу, я бы так сказал. Значит, перед нами сейчас SSH клиент обычный, и есть вот такой вот списочек команд. Вы их все можете выполнить вместе, как видите, там написано, допустим, вот как здесь apt get update, потом end идет и обратный слэш. Таким образом, получается, вы можете скопировать прямо сразу все их, но я их выполняю по отдельности, потому что иногда бывают некоторые затыки, особенно если, допустим, у вас свежий сервер. И желательно все это сделать по отдельности. Потому что, например, у вас может быть не установлен гид, вот, например, как сейчас. У меня уже здесь все это скачано, и эти папки все уже есть и созданы. И вот в этом шаге мы выполняем CMake, а здесь уже make. То есть CMake он как бы скомпилирует все, а make он установит. И дальше необходимо еще установить вот эти вот все зависимости для того, чтобы поставить уже сам Nginx и NGS. Я не знаю, что это за дичь. Ну, в общем, с поддержкой Quick. Какая там версия у вас будет NGS этого, надо будет гуглить уже, наверное. Я оставлю ссылочки все, которые есть у меня на гите своем. Здесь, как видите, возникает ошибка, потому что у меня уже есть эта директория, и вы просто должны выполнить, в смысле не должны, а просто выполните эту команду, эти команды, список этих команд, целый список. И как видите, у меня вот такая вот конфигурация самого Nginx. То есть вы можете, да, я здесь забыл перейти в папку с Nginx, cd, вы можете написать cd, допустим, ng и дальше нажать Tab, и получается вам выпадет подсказочка, чтобы не писать полностью. И снова стрелочка вверх подняться, выполнить ту же самую команду как бы. Единственное, что я забыл еще вам показать, как скачать OpenSSL последней версии. То есть, как видите, у меня здесь есть with OpenSSL директива, и ее, эту OpenSSL необходимо скачать. Значит, последнюю версию OpenSSL вы сможете найти на GitHub, именно вот на самом GitHub. Там есть ссылочка github.com/quicktls/OpenSSL. И там будет последняя версия. Как видите, там есть такая командочка git clone deps 1-b OpenSSL 3.0.5 quick. Вот, затем, после того, как вы скопируете SSL, уже можно говорить о том, чтобы устанавливать Nginx плюс Quick. И также я забыл здесь еще показать, как скачать модуль Broadly для Nginx. Вот, и сейчас покажу, как это сделать. То есть у меня в папке он есть, но вам же нужно знать, как это сделать самим. Вот. Попробуем найти эту информацию на самом GitHub.
Для этого просто зайдем на GitHub этого модуля для Nginx. И здесь есть достаточно много всяких подсказочек, но нет подсказочки, как его именно скачать. Ну, как обычно, надо догадаться самому, это просто берем, git clone делаем и все. То есть сейчас необходимо скопировать эту ссылочку, перейти в папку выше, потому что почему-то я здесь уже зашел несколько раз в папку Nginx. Нажал Ctrl-C, чтобы предотвратить выполнение той команды. И перешел на 2 уровня выше, то есть в данной ситуации я нахожусь в папке root. И вот сейчас пишу git clone Nginx Broadly, как бы. Так как у меня эта папочка уже есть, то я, соответственно, не буду ее заново, в смысле скрипт отказался, короче, ее копировать. Вот я добавлю всю эту инструкцию на git к себе, а потом укажу это в описании к видео. Надеюсь, вам будет понятно все. Так, проверяем. OpenSSL у нас есть. И теперь его нужно еще установить. Потому что без него не соберется. То есть в данный момент я точно не знаю, либо же нужно его устанавливать, либо нет. Но скорее всего нужно, потому что у меня была такая ошибочка, когда я 100-й раз пытался произвести вот эту же процедуру, у меня там какой-то из этих разов, попыток, в общем, была ошибочка в том, что неподходящая версия SSL для Nginx. То есть он установился, но тем не менее не работал. Короче, у меня здесь возникает эта ошибочка, но я думаю, вам не стоит обращать на нее внимание. Хотя, наверное, я сейчас удалю просто все эти папки, которые есть, и заново сделаю клонирование Nginx. Кстати, с официальной странички Nginx почему-то у меня он не заработал. То есть, если вы увидите там, в общем, ссылочки в описании к видео, и одна из них ведет на как бы официальную документацию Nginx по поводу вот этого вот квика. И почему-то, когда копируешь ее, он не работает. Что-то я уже совсем тут запутался. Попробую удалить полностью эту папку, потому что, видимо, здесь уже производилась мной ранее сборка. Сейчас я выполню вот эти вот все командочки отдельно. То есть они обязательно должны быть выполнены, потому что без них ничего не получится. Блин, забыл перейти в директорию выше, потому что сейчас я нахожусь в папке Nginx Quick. И опять снова выполнить эту команду, предыдущую. И как видите, все успешно скопировалось. Вы на меня не обижайтесь сильно, просто я, реально, наверное, раз 100 пытался это вот все сделать, то есть 3,5 суток я потратил на то, чтобы понять, как это все можно собрать в итоге. Получается, первый раз я это делал для своего, продакшн сервера, а второй раз уже для VPS, который взял просто для того, чтобы вам показать, как это сделать. Типа вот с нуля я хотел, чтобы там не было ничего установлено, чтобы он был прям нулевой. В общем, у меня это не совсем получилось, потому что я взял самый минимальный тариф, а как оказалось, вот видите, получается, сейчас, в данный момент, у меня с официальной документацией не получилось это сделать, потому что оно пишет, что V3, HTTP V3, ты что? В общем, да, вернемся к VPS. И надо было просто докупить оперативы, получается, из-за того, что не устанавливался сам Бротли.
Так, я опять удалил это все, перехожу в GitHub vk.com Nginx Quick, и именно вот отсюда я взял вот эту вот ссылочку, вот ngclone, bquick, и вставлю ее, видите, получается, здесь идет как-то по-другому. Вот ставлю ее сейчас сюда. Получается, вышеуказанная ссылочка, она, ну, вот эта вот, она с официальной документацией Nginx, но почему-то они забыли дописать вот эти две простые, там, -b, quick, да? Просто я не знаю почему. Опять надо выйти в папку выше и все это клонировать, попытаться. Как бы вот вроде бы, да, уже у меня есть инструкция, все, но все равно есть какие-то подводные камни, постоянно они всплывают, поэтому у вас, наверное, тоже, возможно, будут какие-то ошибки. Если они у вас будут, их нужно гуглить. Если они не нагугливаются, попробуйте мыслить нестандартно. Это единственное, что я могу посоветовать, потому что я реально, ну вот 3,5 суток потратил, ну как суток, естественно, я спал, но вы понимаете, я думаю, о чем я. На то, чтобы вот это вот все у меня получилось в итоге. Я не знаю, что это за команды, зачем делать вот этот апдейт, куда-то там заходить, и как здесь очутился NGS вот этот, зачем он нужен. Но, наверное, зачем-то он нужен. Без него это все не работает. И вот я наконец-то, я попытался сейчас сделать сборку Nginx, и мне остается сделать make and make install. Вот эти две командочки, и все, должно заработать. Так, теперь я как бы уже все сделал. Нужно просто будет вам запустить Nginx, систем Control, в общем, Nginx Start или Start Nginx. В общем, надо запустить его. И сейчас у меня вот здесь возник вопрос, а почему не работает Brotli? И я такой, блин, он же не работает. А оказалось все очень просто, он работает. Это я зашел на гитхабчик Вадима Макеева, который показал, каким образом можно сделать проверку работоспособности Бротли. Но дело в том, что на данный момент у меня уже был запущен HTTPS сервер, и просто так к локалхосту через HTTP он не подключится. И мне тут еще надо было установить curl, потому что он не был установлен. Это я еще раз повторю, свежий VPS. Вот здесь Content Type, Content Encoding почему-то не показывается, потому что, наверное, идет переадресация на, ну, как бы, как вы видите, туда. И теперь, если я запрошу эту страничку, у меня почему-то будет ошибочка с сертификатом, но это надо было мне просто в команде в этой убрать, ну, как бы погуглить, как убрать проверку HTTPS. Поэтому мне было лень это делать, но, в общем, когда у вас будет заведен сервер просто тестовый, то есть вы установите Nginx, напишите Nginx Start, и у вас эта команда выполнится, и будет видно, что она работает с Brotli именно. Потому что, хотя тут уже не знаю, если будет HTTP, ну да, по HTTP 2, наверное, он будет тоже. И вот, как видите, здесь у меня есть уже готовая, ну, как бы конфигурация сервера. Почему ты спрашиваешь это каждый раз? Вот, и, естественно, ее я тоже выложу в папочку, в гитхабчике. О, наконец-то, вот видите, то есть здесь вот этот файлик подгружается именно с этого, ну, как бы с моего нового VPS. И я здесь попытаюсь опять сделать то же самое, но у меня не получится. Потому что, опять же, будет ошибка TLS, в общем. Здесь SSL, но на самом деле TLS, как вы знаете. Вот, и самое главное, что он работает. То есть там, получается, идет два файлика.
два файлика, в смысле два запроса. Получается на dist этот, как бы ссылочка devq inverser pro /dist. Это как бы главная страница, где идет HTML весь. Это идет по HTTP 2. Первый раз, когда вы заходите на страницу. Потом файл script.js подтягивается с моего сервера, и он идет по HTTP 3 вместе с кодировкой Brotli. Теперь непосредственно настроечка Nginx будет. Значит, смотрите, здесь я показываю, каким образом необходимо сгенерировать файл dash farm, или как он там называется. Я создаю здесь папочку типа сертификаты там, и туда сгенерирую этот файлик. Он нужен для того, чтобы повысить уровень безопасности как бы соединения. Друзья, в общем-то, дальнейший шаг — это установка CertBot. Что это за штука? Это штука, которая позволит установить TLS-сертификат как бы без танцев с бубнами. И поэтому как бы я нашел такое более-менее понятное видео, более-менее, оно очень понятное. И сейчас вам покажу, каким образом нужно действовать. Единственное, что оно не очень удобно, потому что здесь нет, я, по крайней мере, не нашел быстрым поиском команд, которые нужно вводить, и их все пришлось мне вводить вручную, но я, естественно, их выложу, опять же, на гитхабчике у себя там, наверное, где-то. Вот, немножко ускорю видео. Значит, зачем это нужно? Сначала мы устанавливаем snapd, чтобы затем установить CertBot этот из snap репозиториев, репозитория. Эта штучка нужна для того, чтобы мы могли легко установить CertBot без каких-либо особых дополнительных задач. Здесь я ввожу команду для того, чтобы он обновил как бы ядро свое, ядро тех пакетов, которые вообще в нем есть. Так, и теперь необходимо и сама установка CertBot, она достаточно простая. Здесь парень предлагает именно классическую версию. У меня по привычке почему-то Span вместо Snap, потому что я же фронтендер типа. Вот, и сейчас он устанавливается, как видите, довольно-таки быстро. Здесь он предлагает сделать линк для того, чтобы мы могли просто запускать его без, опять же, всяких штук. Просто CertBot, допустим, CertBot писали, они указывали постоянно путь к его исходнику. Как видите, он проверяет версию, но я тоже решил проверить, показать вам, как это проверить, потому что иногда бывает, что там просто бывает V через черточку. Здесь почему-то пишет, что какая-то там ошибочка в Nginx, но на данный момент у меня там была ошибочка, потому что здесь были, как видите, у меня TLS-овские соединения, а их не должно быть. И опять файлит, потому что надо убрать полностью SSL-овские соединения. И также у меня здесь было подключено PHP. Видите, опять же, он ругается на то, что здесь указан SSL. Так как сейчас он успешно запущен, надо было, конечно, его, наверное, релоаднуть, но я что-то не релоаднул. В общем, здесь вводите настоящий свой email, и дальше можно, в принципе, совсем согласиться, потому что там особо критической информации никакой нет. Здесь просто выбираем, какие вам домены, поддомены нужны. Я выбрал только один, хотя надо было выбрать и тот, чтобы через, допустим, если пользователь введет специально, допустим, HTTPS, ваш домен с www,
то мы могли его кинуть на домен без www. Ну, я лично не вижу в этом смысла. Это как бы очень старая штука, прям вообще динозавровская. Поэтому она, я думаю, не нужна. И здесь, конечно же, у меня возникают какие-то странные проблемки, потому что он, получается, не может подключиться к самому как бы серверу. А сам сервер у меня почему-то странно работает на данный момент, потому что я, наверное, не перезагрузил конфигурацию. Я вот сейчас пытаюсь зайти на как бы главную страницу, и, как видите, мне она отдается для скачивания просто, а не, как бы не отдается в виде HTML. А я, по-моему, просто здесь забыл перезагрузиться. И еще в чем же проблемка у меня? FileZilla постоянно вылетает. Так, ну что ж, друзья, я тут продолжаю танцевать за бубном, потому что я просто не перезагрузил сервер, но думаю, вам это оставлю, потому что все-таки немножко здесь есть полезной информации. Значит, что я сделал? Я попытался вообще запустить сервер, просто обычный сервер без HTTPS, ну как бы со своим доменным именем. Вот сейчас я перезаписываю конфигурацию, проверяю ее, и у меня она, по идее, должна заработать. То есть, как видите, у меня получилось запустить просто обычный сервер, не секьюрный. И теперь я снова пытаюсь выполнить CertBot, указывая 1-2 параметры. И он мне генерирует сертификаты. Вот эти пути я на всякий случай скопирую. Теперь я возвращаю, как бы безопасное соединение. Я как бы стандартный файлик конфигурации удалил, потому что переименовывается он тяжело. Здесь я забыл добавить конфигурацию HTTP3, а потом я забыл еще туда засунуть этот файлик. Ну, в смысле, на сервер HTTP3 конфигурацию я забыл засунуть, если вы понимаете, о чем я. То есть этот файлик, он пишет, отсутствует. Теперь мне надо поправить в этом файлике. Здесь мне ничего не надо поправить, потому что он и так рабочий, просто его нет. Вот, теперь конфигурация успешна, и я перезапускаю сервер. То есть то, что мне надо было сделать. HTTPS какой-то, как вы видите, ввожу, и он у меня заработал по HTTPS. Теперь я возьму с CodePen какой-нибудь первый попавшийся пенчик. Желательно, конечно, чтобы в нем было хотя бы 2 файла, то есть один HTML-овский, как бы, да, индекс HTML, а второй, там, допустим, JS-овский. Но вот эта штука мне понравилась, я скачаю архивчик и, в общем, закину его на сервер. А индекс PHP, индекс HTML удалю пустую. Так, я нахожусь сейчас здесь и просто разархивирую его через SSH. Ну, как бы у меня здесь есть dist и source. Я на всякий случай все переместил в dist папку. И как видите, у меня все работает.
То есть первый раз прогружается dist по HTTP 3, но хотя если вы вообще первый раз заходите, то он прогружается по HTTP 2, а потом все остальные файлы летят по HTTP 3. Пробую сделать это же через вкладку Incognito. И как видите, те файлы, которые подгружаются с моего домена, они идут по HTTP 3, и все как бы чудесненько. С HTTP на HTTPS перекидывает. И это здорово. Также, друзья, я хотел бы показать, как сделать так, чтобы он все-таки по HTTP просто работал. И сейчас я сделаю вот такую вот штучку. Перезагружу файл конфигурации. Затащу его, рестартану и попробую перейти, но, как видите, я забыл здесь поменять домен. И здесь сразу на HTTPS кинул. И опять же все работает. Единственное, что здесь я еще хотел бы показать вам, как с ВВВ без ВВВ, но это я просто уже оставлю в настройках